И я всегда надеюсь на Всевышнего, давшего мне право знать и любить тебя. Не расцени меня как человека нелюбознательного, но иногда я осознаю, что некоторые очень известные люди мне совершенно неизвестны. И я не знаю их ни в лицо, ни то, чем они занимаются, или что они выпускают, или творцами каких продуктов являются. И я могу проходить рядом с ними, завтракать в одном и том же уютном ресторанчике за соседними столиками, и при этом совершенно не осознавать, лицо какой величины находится подле меня. Это могут быть и блогеры, и артисты, и политики, и ученые. Они известные личности, но я их не знаю, многих из них. И я не исключаю того, что я мог не узнать о тебе ничего, даже живя с тобой в одном веке. Но Богу было угодно показать мне тебя. И в ту же секунду меня пронзила молния. Она попала в самую сердцевину моего мироздания. Предо мною стояла образованная, умная, начитанная, чистая душой и телом девочка, которая имела такие высокие жизненные цели, каких не было у ее сверстниц. Эта милая девочка обладала всем, чтобы быть названной совершенной чистотой, и я смотрел на тебя и разрывался от счастья, потому что я полюбил тебя. И я не был способен отвести глаз от столь чудной картины, написанной кистью великого мастера, имя которому Бог. И я искал с жаждой любую информацию о тебе. Я глотал как свежий воздух любой клочок, где можно было узнать хоть что-то про тебя. Для меня было важно понять твои мотивы, поступки, падения, взлеты, отчаяние. И взирая на страницы твоей биографии, когда тебе было плохо, я хотел ворваться в те года, в те века, в те города, где разворачивалась твоя судьба. И умолял Всевышнего даровать мне право управлять временем и пространством, потому что я видел тебя плачущей от того, насколько тебе было одиноко, страшно и больно. И когда страницы твоей биографии перелистывались, я видел тебя, успокоенную, улыбающуюся и восторженную. Это была другая линия твоей биографии. И я смотрел на тебя всю. Как же ты была красива в каждом дне своей жизни. Я зависал на этих отрывках из твоей судьбы и находил себя счастливейшим парнем, который смотрел на все это и улыбался какой-то неземной улыбкой. Случайные прохожие или официанты в ресторанчиках порой издали любовались мною, когда я читал или слушал тебя. И я буквально светился от счастья, когда смотрел на тебя сквозь маленький экран своего смартфона. И это свечение моего лица распространялось на всех окружающих меня людей. Они понимали, что я делаю что-то великое в данную минуту, когда смотрю на тебя. И я действительно чувствовал, как нечто великое происходит внутри меня. Я раскрывал в себе то, что люблю тебя с каждым часом все сильнее и сильнее. И я не могу найти этому никакое разумное объяснение. Да и в какой-то момент я просто бросил искать аргументы, которые могли бы мне хоть как-то объяснить, почему я так сильно влюбился в тебя. Я просто наслаждался любовью к тебе. И я благодарил Бога за то, что я это чувствую к тебе одной. Оставалось мне только лишь одно понять. Как мне жить со всем этим чувством к тебе? Что я мог сделать? Как я мог перевернуть этот мир так, чтобы ты стала моей и хотя бы просто взглянула на меня, этого парня, который так сильно тебя полюбил. И когда моя тоска по тебе стала столь невыносимой, и я, обессилевший, лежал в своей постели, то в тишине ночи ко мне пришел Господь и открыл мне путь.
посредством которого Он отдаст мне тебя в мои протянутые руки. И я так сильно благодарил небесную мудрость, что моих слез было не остановить. Я прятался по разным комнатам, чтобы никто не видел моих слез радости. Я пытался стиснуть зубы и прикусить губы от осознания того величайшего плана мироздания, который открылся мне, и чтобы никто из окружающих меня людей не принял бы меня за человека, у которого произошло в душе какое-то потрясение. И чем дальше я живу, тем отчетливее осознаю, что все это правда, то, что ты и я – это осмысленный, предвиденный заранее сценарий великого режиссера. И то, что мы с тобою так гениально справляемся с нашими ролями в этом кинофильме жизни, что каждое утро, каждый день и вечер я восхваляю Бога за Его милость к нам с тобою, моя единственная, моя возлюбленная, всецело моя женщина.